Компания в хаосе, зарплаты заморожены, а я просто делал то, что мне приказали. Реальная история Reddit. Итак, я работаю в строительной компании администратором по инвентаризации. Моя работа в основном заключается в том, что я веду учет складских остатков на нашем складе и ввожу данные, которые мне предоставляют для инвентаризации. Затем я пытаюсь выяснить, в чем проблема, когда цифры последнего подсчета и текущего не совпадают. Там есть еще кое-что, но я не буду грузить вас деталями. Проблема моей позиции в том, что когда вы занимаетесь ей достаточно долго и хорошо ее выполняете, работы становится намного меньше. Вначале, когда подсчет одного стеллажа из 60 с материалами занимал несколько дней, это было нормально, потому что я всегда был занят. Но теперь, когда все в порядке, весь склад можно пересчитать за 3 дня. Это значит, что большую часть моей смены мне тупо скучно. Чтобы исправить эту ситуацию, я изучил наш облачный сервис ERP, который мы используем для всех внутренних и внешних транзакций, и стал своего рода экспертом в этой области. Каждый аспект деятельности этой компании использует эту ERP-систему для выполнения своей работы. Это такое программное обеспечение, которое помогает компаниям управлять и автоматизировать основные процессы, табели учета рабочего времени, кадровые вопросы, заработная плата, бухгалтерский учет, планирование, управление и так далее. Все это проходит через эту ERP-систему, поэтому очень важно, чтобы эта система работала безупречно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я стал настолько опытным в этой сфере, что наш вице-президент решил разорвать отношения с нашими консультантами по ERP, потому что я мог делать то же самое, что и они, но лучше, быстрее и гораздо дешевле. Для справки, мы платили этим консультантам $5000 в месяц только за то, чтобы они были наготове, если вдруг нам понадобится их помощь в решении каких-либо проблем, которые могли возникнуть при использовании этой ERP. Нам приходилось выкладывать еще больше денег на устранение этих проблем, в зависимости от того, сколько часов они тратили на их решение. Не знаю точную ставку, но она была около $200 в час, и им требовались недели, чтобы это исправить. В то время как я мог решить проблему за время моего обеденного перерыва, поскольку я работал в этой системе и знал все нюансы компании. Я никогда не получал официального звания или повышения за то, что был экспертом по этой системе. Компания просто видела, что я могу это делать, и позволяла мне устранять проблемы, которые возникали. Поэтому им больше не нужна была помощь со стороны. Я не был расстроен, потому что это давало мне чем заняться, и я был рад помочь компании сэкономить деньги, даже если ни копейки из этих денег не доставалось мне. Теперь перенесемся на несколько месяцев вперед. У нас теперь новый менеджер склада, и кто-то на складе налажал с инвентаризацией, отправив кучу материалов не по адресу, без записей об отправке. Речь идет о промахе на $500 000. В тот же день в нашей ERP-системе произошло обновление, которое вызвало кучу ошибок в нашей бухгалтерии. Поэтому я решил сначала заняться проблемой с ERP, потому что промах на складе – это скорее задержка, которая на данный момент не мешает никому выполнять свою работу. А проблема с бухгалтерией означает, что мы не можем оплатить счета. Вы и сами можете догадаться, какие проблемы у нас возникнут, если счета не будут оплачены. Ошибки в ERP оказались довольно серьезными и многочисленными, поэтому мне потребовалось несколько дней, чтобы их устранить. Но я исправил их до наступления срока оплаты счетов и решил пойти на обед немного раньше, чтобы отпраздновать победу. Ура! Кризис был предотвращен. Но новый менеджер склада врывается в мой офис после того, как я вернулся с обеда, и он в ярости. Скорее всего, боссы возложили на него вину за сбой на складе, и учитывая, что он является тем, кто контролирует отгрузки и персонал на складе, вина возложена справедливо. Он начинает на меня набрасываться, спрашивая, почему я еще не исправил проблему. Кричит, вопит, как ребенок. Я постарался объяснить, что я устраняю проблему с ERP и еще не успел заняться проблемой со складом. Тогда он разозлился еще больше и заметил, что забавно, как у меня есть время на ранний обед, но нет времени на выполнение своей непосредственной работы. Это меня выбесило, но я сдержался и сохранил спокойствие.
Затем он приказал мне выполнять только то, что входит в мои должностные обязанности, и оставить ерунду с ERP тем, кто достаточно компетентен, чтобы с этим справиться. Поскольку этот человек фактически был моим начальником, у меня не было выбора, кроме как подчиниться. Я попросил его отправить мне это в письменном виде. Он посмотрел на меня с презрением и ушел обратно в свой офис. Через 5 минут я получил электронное письмо, в котором говорилось, что ни при каких обстоятельствах я не должен заниматься чем-либо связанным с ERP, если это не касается инвентаризации. С этого момента я занимался только инвентаризацией, прекрасно понимая, что мы будем просто плыть по течению, пока не столкнемся с проблемой, которую я откажусь решать. И действительно, не прошло и недели, как я получил письмо из отдела кадров о том, что какая-то ошибка в системе ERP не позволяет им получить доступ к платежной ведомости, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам на этой неделе. В письме я извинился, что больше не могу работать над ошибками ERP из-за указаний своего начальника, и посоветовал обратиться за помощью к справочнику по системе ERP. Я знал, что справочник ничуть не поможет, но это уже была не моя проблема, поэтому я не собираюсь ей заниматься. Теперь пропустим несколько дней и перейдем сразу к пятнице. Утром, перед тем, как отправиться на работу, я проверил свой банковский счет и рассмеялся, потому что деньги не были зачислены. Я понял, что проблема так и не была решена. Я поспешил на работу с нетерпением, ожидая увидеть разворачивающийся хаос, и то, что я ожидал, было преуменьшением. Когда я пришел на работу, я увидел, как вся складская команда из 50 человек выходит через парадную дверь. Я остановил одного из них и спросил, почему они уходят, и он ответил: «Сегодня мне не заплатили зарплату, поэтому я не вернусь, пока не получу ее». Я зашел в офис и увидел, что менеджер склада просто в панике. У него куча заказов, для которых нужны материалы, но нет никого, кто мог бы погрузить их на грузовики или доставить. Я спрашиваю, нужна ли ему моя помощь, и он просто орет на меня, чтобы я убирался из его офиса, потому что ему звонят без остановки супервайзеры с объектом, спрашивая, почему материалы до сих пор не приехали. По дороге в свой офис я прохожу мимо HR и вижу кучу начальников, склонившихся над ее компьютером с сердитыми и растерянными выражениями на лицах, наверное, пытающихся понять, в чем проблема. Мне было ее жаль, потому что это действительно было не в ее власти, но я знал, что в конечном итоге с ней все будет в порядке, потому что она работала там так долго, что ее никогда не уволят. Когда я прихожу в свой офис, я вижу, что меня там ждет вице-президент. На его лице отражается сильное раздражение. Как только я зашел, он требует объяснений, почему я не решил проблему в отделе кадров, когда она написала мне об этом по электронной почте. Я отвечаю, что мне больше не разрешается заниматься проблемой ERP, так как это не входит в мои должностные обязанности. Он выглядит очень удивленным и спрашивает, почему это вдруг я передумал. И я показываю ему электронное письмо от менеджера склада и вижу, как он все сопоставляет в своей голове. Он сразу же выбегает из кабинета, и я вижу, как он направляется прямо в кабинет менеджера склада. Они провели там несколько часов, но в конце концов он возвращается в мой кабинет. Теперь он выглядит более спокойным и вежливо спрашивает, могу ли я решить проблему в отделе кадров и возобновить работу с ERP, если это необходимо. В этот момент я почувствовал облегчение от снятия ответственности и сказал ему, что сделаю это только в том случае, если он официально включит это в мои должностные обязанности и повысит мне заработную плату. Его спокойствие снова сменилось гневом, и он сказал: «Я не могу в это поверить», после чего выбежал из кабинета и вернулся в свой. Через несколько часов он рассылает массовое письмо, в котором сообщает, что нанял старых консультантов по ERP для решения этой проблемы и что на следующей неделе всем будут выплачены причитающиеся деньги. Это меня очень удивило, так как он предпочел платить консультантам более 60 тысяч в год, чем платить мне несколько дополнительных долларов в час за лучшую работу. Думаю, он ожидал, что я передумаю и просто сделаю это ради своей зарплаты, но я решил подождать, потому что знал, какие эти консультанты. Если им удастся решить эту проблему за неделю, я пробегу голым по офису.
Большинство сотрудников склада согласились вернуться, но все еще были расстроены из-за того, что им не заплатили. Как и ожидалось, наступает следующая пятница. Никто снова не получает заработную плату. На этом этапе это становится реальной проблемой, и весь персонал начинает нервничать. У них есть счета, которые нужно оплатить. Я даже слышал, как несколько сотрудников склада обсуждали, что могут уйти работать к конкурентам поблизости. На этом этапе я даже подумал о том, чтобы просто решить проблему, потому что склад не заслуживал такого отношения из-за плохого управления. Может быть, я здесь идиот, но я получаю очень низкую зарплату и едва могу позволить себе квартиру, поэтому нет никаких причин, по которым я должен бесплатно выполнять дополнительную работу. В этот же день вице-президент вернулся в мой офис и вручил мне документы. В этих документах говорилось, что я буду повышен до вновь созданной должности, связанной с ведением инвентаризации ERP. Это будет отдельный отдел, и он будет моим непосредственным начальником. К тому же с существенным повышением заработной платы. Мне оставалось только подписать и согласиться. Я посмотрел на него после прочтения документа, и на его лице было самое печальное выражение. «Пожалуйста, подпиши. Консультанты сказали, что им понадобится несколько недель, чтобы исправить это из-за большого количества клиентов, которых они взяли, и мы не можем продолжать пропускать выплаты». Я с радостью подписал и сразу же приступил к решению проблемы с кадрами. Мне удалось исправить все в этот же день. Это была простая проблема с доступом кадровой службы и отдела заработной платы в ERP из-за обновления. В итоге я просто делал свою работу, вводил цифры, следовал инструкциям и не спорил. Но как оказалось, если достаточно долго игнорировать здравый смысл, даже самый безобидный клерк может случайно остановить весь склад. Так что, если вы работаете в компании, где решения принимаются сверху вниз, а ERP-система важнее людей, не удивляйтесь, когда все встанет. Иногда, чтобы все рухнуло, не нужен саботаж. Достаточно просто делать то, что тебе приказали. На этом история героя закончена. Это не просто рассказ о складской блокировке. Это история о том, как безмолвное согласие становится рычагом, а простое выполнение приказа – спусковым крючком для сбоя всей системы. О том, как один человек, не задавая вопросов, стал тем самым винтиком, который перегрузил механизм. А теперь гриб замолкает, пламя костра еще трещит, ночь становится глубже, а ты все так же сидишь, переваривая услышанное. Он написал, гриб рассказал, а ты услышал. И теперь эта история живет в тебе. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие реальные истории Reddit. А гриб будет ждать вас у костра с новыми голосами, с новыми ошибками, с новыми выборами. Всего хорошего. Пока.